Всем привет, друзья! Здравейте, приятели! Шалом! Дима Даниэль, Скалско, Болгария, 22 ноября. Сегодня, друзья, погода, разговор немножко о погоде. Ураган. Давно такого не было. Ну, сказать, что это какая-то аномалия, нет, я не скажу, потому что такое все бывает. Жесть, просто жесть. Смотрите видео до конца, я вам сейчас скоро покажу, что у нас тут произошло на участке. Это очень интересно. Слава богу, деревья еще не... Да, с деревьями пока все нормально, но мы ожидаем сегодняшний день, потому что будет серьезное еще раз усиление. А пока прекрасное настроение. В доме тепло, в доме сейчас все работает. Было ночью 2 или 3 часа было такое отключение электричества. Я проснулся. В 7:30 смотрю, электричества нет. Так, есть у нас, ребята, генератор, мы полностью во всем подстраховались. У нас есть печка на дровах в летней кухне. Вот, я уже сижу, думаю, надо идти генератор включать. Ребята, все включили, а сейчас посмотрите, что у нас. Вот такая у нас, друзья, ситуация, смотрите, снесло качелю. Нормально, да? Дикий ветер. Снесло наш мангал-гриль, посмотрите. Нормально, да, вот так? Вот такой ветер, ребята, что сносит все. Честно, за все это время, вот именно такого я еще не помню, но сегодня днем ожидается еще веселее. Наши кошечки бегают, смотрят, что происходит. Липой не снесет, слава богу, конечно, ветром. А так вот качеля-то улетела. Так, там бамба там приютилась. Да. Болгария иногда радует нас вот такими природными катаклизмами. Напомню, что прошлый ноябрь, в ноябре, была просто жесть. Нас замело, и электричества не было. Сегодня тоже была авария с электричеством. Несколько часов ночью не было ни света, ничего. Но все решили, молодцы, спасибо. И, в общем-то, опять. А вот этот гриль стоит, да, он вечный. Любомир, привет, друг мой. Да вообще до приколе. Просто до приколе, вы знаете. Друзья, я даже коптильню положил, потому что ее тоже бы нафиг смело бы. Вот. Стул тут погулял у нас немножко. Но в остальном все в порядке. Все на полном позитиве. Привет, Болгария. Да, это оранжевый код опасности погодный. У нас все равно просто прекрасно, все время положительное настроение, потому что готовы ко всему, все замечательно, все хорошо. Итак, давайте поговорим о Болгарии, что у нас происходит сейчас, какие новости. Я не так часто об этом говорю сейчас. Да, очень всем интересно, что будет происходить в Болгарии с евро, господа. Сейчас надо немножко спокойно успокоиться, потому что по всем критериям, по всем объявлениям, по всем новостям можно немножко, я не знаю, выдохнуть или не выдохнуть, но в 2025 году, как я понимаю, евро не ожидается. Вы знаете, я разговариваю с разными людьми, и здесь очень много мнений, которые противоречат друг другу. Большое количество болгар, они просто против зоны евро. Это в основном люди с небольшими достатками, которым этот переход, кроме как ничего особо хорошего, не принесет. Это с одной стороны. Говорю с другими людьми, они рады, они хотят, чтобы Болгария вошла в зону евро. Я сразу вам скажу, что в принципе болгарский лев это суперкрепкая валюта, потому что она давным-давно уже привязана к евро. Здесь курс абсолютно не скачет ни на 1 цент. Это очень важно понимать. Если в Румынии, например, румынский рон, или в Польше, или в Чехии, или в Венгрии национальные валюты, они немножко гуляют, немножко, там может прогулка быть 5% в разные стороны. Хотя эти страны тоже принадлежат к Евросоюзу. Но именно в Болгарии все очень четко привязано. Курс четкий, ровный, он никуда не меняется. Но, опять же, по всем
по истории, по всей ситуации, когда переход на евро, все равно это, конечно же, будет затрагивать. Очень большая вероятность, что все-таки цены где-то как-то будут расти. Они не будут расти в еврох или в левах. Они просто немножко вырастет в евро, когда произойдет вот этот весь, так сказать, переворот. Поэтому мнения разделились. Кто-то за евро, кто-то против евро. Но факт в том, что в 2025 году, да не будет этого евро, господа. Вот и все. Это, вы знаете, это только переливание монет, это отчеканивание новых монет и прикол для коллекционеров, тех, кто монетки собирает. Вот. Недвижимость будет расти, она и так растет. Об этом я сделаю завтра очень интересное видео, которое, в общем-то, много подписчиков ждут. Видео про недвижимость, а я про недвижимость не могу я все время говорить-то, повторяться там в чем-то. Но цены растут с... Ну, я не предполагал даже такой рост. Я, конечно, предполагал. Завтра все расскажу подробно, что у меня происходит, что у нас со Светочкой происходит. Моя дорогая супруга сейчас на земле обетованной, помогает, встречается с внуком, с детьми, с подружками, с друзьями и помогает младшему сыну. Прекрасно полетела. Господа, самолеты летают, никаких проблем. Билеты есть, билеты не зашкаливают. Просто правильно выбирайте билеты и не слушайте какие-то непонятные рекомендации. Все летает. Самолеты летят на Софью, на Варну, люди прилетают и улетают. Мы купили билет со Светочки, да не так, чтобы заранее. Компания ТУЗ, по-моему, Кипр, $100 туда, $100 обратно, без чемодана, с ручной кладью, с троллем. Я волновался, что могут попросить деньги за тролль, потому что лоукостовские компании, они там вообще грабят, придираются, там только маленький рюкзачок. Здесь же нормальный тролль, никаких проблем. Я тоже волновался, что нужно сделать чек-ин. Нет, на эту компанию чек-ин делать не нужно было, а там даже и не было опции. Просто вот такая информация для тех, кто летит. Обычно чек-ин это очень важно, когда бюджетные лоукосты там к вам придираются. Когда же компании не бюджетные, плановые, там не смотрят на размер ручной клади, хотя обязательно проверяйте, пожалуйста, в правилах каждой компании. То, что у них написано, выполняйте. Я говорю ровно как было у нас. Мы волновались, чек-ин не надо делать. Мы волновались, что тролль могут сказать, что он большой или очень большой. Никаких проблем. Все замечательно, все хорошо. Светочка улетела. И послезавтра снова еду ее встречать в Софью. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Потому что на сегодня, на самом деле, единственный дом в нашей жизни это Скалско, это Болгария. Потому что в Израиле недвижимости у нас нет. Мы ее успешно продали. Да, друзья, очень важно посмотреть, если вы сейчас переводите деньги, сегодня вообще самый лучший курс для израильтян, шекель к евро, 3.88, такого курса не было уже да очень-очень давно. Поэтому следите за ситуацией, если вам все это выгодно, меняйте. Мы буквально как вчера поменяли, а вчера был курс на 5 копеек, на 7 копеек дороже. Поменяем мы сегодня, не потеряли бы какие-то деньги. Но здесь опять... Здесь невозможно что-то предсказать по поводу курсов. Здесь вы чувствуете себя по ситуации. Это казино на самом деле. Не поменяли бы вчера, поменяли бы сегодня выгоднее. А сегодня бы курс подскочил. У нас в Израиле вообще история очень интересная. На наших премьер-министра и бывшего министра обороны наложены аресты Международным судом. Я вообще, конечно, в шоке от всего вот этого, что творит вот некоторые организации, потому что как можно судить людей, которые руководят государством и защищают свою страну именно от террористов, от бандитов, не укладывается просто, не укладывается, куда катится мир. Но, друзья мои, мы сегодня в Болгарии, естественно, нас очень волнует, что в Израиле, но живем мы здесь, поэтому, скорее всего, нам очень важно погодные условия, и чтобы ураган здесь нас не так сказать, не смел. Вот, в остальном все прекрасно, полный позитив. Такое видео по поводу погоды,
Поэтому, знаете, здесь в Болгарии может быть ураган, здесь ничего в этом страшного нет. Просто, наверное, сегодня посижу дома, никуда не пойду. Видели, что у нас происходит. Хорошее настроение, позитив, улыбка. Вот только с таким настроением, друзья, переезжайте в Болгарию, живите здесь, и тогда вам не будет страшен ни снег, ни евро, ни дождь. Все прекрасно, все хорошо. Чего и вам всем желаю. Хубавден, шельхам йом наим хаварим шели. And have a nice day, my friends. Чао-чао. Мира, здоровья и удачи вам.